Мы с мужем живем вместе 15 лет. Люблю его, уважаю. Он очень классный мужчина. Кроме этого, он всегда следит за собой, за своим внешним видом. Он всегда аккуратно пострижен, брутально побрит, одевается стильно. Думаю, в его конторе многие женщины, которые его подчиненные, представляли его в своей постели. И для того, чтобы это не произошло в реальности, я тоже должна быть лучшей версией себя, чтобы у него даже мысли не было посмотреть налево. Я слежу за питанием, посещаю спортзал. Я удалила волосики по всему телу, кроме волос на голове, конечно же. Ему нравятся мои волнистые темно-рыжие длинные волосы. А еще ему нравится, когда я крашу губы алой помадой, особенно перед сном. Он хорошо зарабатывает, балует меня, он содержит всю нашу семью. Недавно мы купили квартиру в новостройке. Дизайнер нам сделала проект нашего ремонта. И Алексей, так зовут моего мужа, нанял бригаду отделочников. Сейчас они уже приступили к ремонту. В тот день мы договорились с Лешей, что он заедет за мной после работы, и мы поедем по магазинам. Я хочу купить себе новое платьице и несколько новых аксессуаров для волос. И еще какие-нибудь бусы. А он хотел шорты с маечкой купить. У меня в тот день болела голова. Ужин готовить я не стала. Подумала, покушаем в кафешке где-нибудь. Леша приехал. Я села к нему в машину. Он ездит на большом черном внедорожнике с тонированными стеклами сзади. Даже если у меня настроение было не очень хорошим, я всегда старалась не подавать вида, всегда улыбаться, быть милой, заботливой и всегда желающей своего самца. В машине он мне сказал, что его день прошел очень напряженно, и ему очень хочется выплеснуть энергию, которая накопилась в нем за весь день. Он шлепнул меня по попке и говорит: «Попрыгаешь на мне на заднем сиденье? Только сначала нужно заехать в нашу новую квартиру и проверить бригаду рабочих». «Лёш, можно я не пойду с тобой? Подожду тебя в машине». Но он настоял, чтобы я тоже сходила посмотрела. Мы зашли в квартиру. Нас приветливо встретил мужчина, на вид лет 50-55. В комнате находилось еще двое мужчин, возрастом 30-35. Все они были не русскими, приезжими из соседних стран. У них был смуглый цвет кожи, черные волосы и темные глаза. Они все встретили нас с улыбкой. Тот из них, кто был постарше, он был главным, и он начал мужу показывать и рассказывать то, что они сделали. Мне надоело их слушать, и я пошла смотреть, чем занимаются двое более молодых мужчин. Я была довольна собой. У меня прекрасная фигура, подтянутая упругая грудь, ухоженная кожа, всегда красивый маникюр, педикюр. В тот день я была одета в легкий халатик с запахом, светло-голубого цвета. Он был чуть ниже колен, но с большим вырезом на груди. Так вот, захожу я в комнату к ним, хожу, смотрю, спрашиваю: «Чем занимаетесь?» Один, как я поняла, вообще по-русски плохо говорит, а второй говорит довольно хорошо и отвечает мне что-то вроде того: «Подготавливаем стены к финишной шпатлевке». Понятно. «Солнышко, мы сейчас в строительный магазин съездим за бригадиром. Нужно кое-что купить ребятам. Мы недолго, ладно?» Крикнул муж мне из коридора, и они тут же ушли. Я осталась с этими двумя молодыми самцами одна. Думаю, они все равно ничего плохого мне не сделают. Во-первых, они знали, кто мой муж. Во-вторых, думаю, и у них смелости не хватит тронуть меня. Поэтому можно и подразнить их. Я пододвинула стремянку к стене, залезла на нее и говорю: «Ребят, а что, так и должно быть? Стена кривая там». Подошел один и спрашивает: «Где?» «Вон!» Он опять: «Где?» «Так вот же, вы что, не видите?» Тут подошел уже второй и спрашивает: «Где?» «Вы что, надо мной издеваетесь, что ли?» Возмущенно громким голосом ответила я. «Мы не видим, госпожа». «Не видите? Это что, у вас игра такая?»
Один из них говорит мне: «Госпожа, давайте я помогу вам слезть со стремянки». «Не надо мне ничего, сама справлюсь». Я отвернула голову от них. Не помню, как один из них схватил меня и положил себе на плечо, как мешок картошки. Зато я хорошо помню, что было дальше. Тот, который держал меня на плече, он же отодвинул халатик с ягодиц и говорит второму: «Давай накажем эту сучку, чтобы не отвлекала нас от работы». «Вы накажете? Ха-ха-ха! Поставьте меня на пол!» Я начала бить по спине тому, кто держит меня. Второй в этот момент шлепнул меня по попке. Во мне заиграла кровь, но я ничего не могу сделать. Этот силач, который держал меня на плече, поставил на пол, вцепился в шею и сказал: «Не пищи, будет хуже». Он продолжал держать мою шею одной рукой, прижатой к стене. Он не нажимал сильно, я просто перестала сопротивляться. Его напарник присел на корточки, раскрыл мне халатик, оглядел мои ножки, провел по ним двумя руками с самого низа и до ягодиц. Его руки начали водить по передней стороне ног. Большими пальцами он гладил внутреннюю поверхность бедра. Его ладони были немного влажными и горячими. Он делал это с полной уверенностью того, что мне нравится этот процесс. От их внешнего вида, от их запаха, от какой-то необузданности во мне начало пробуждаться желание страсти. Меня стало интриговать возможный разворот событий. Ведь их двое, а я одна. Со мной ни разу такого не было. Не было, а хотелось бы. Мужчина, который сидел на корточках, начал стаскивать с меня трусики. Он делал это медленно, любуясь мною. Когда трусики были спущены уже до колен, он встал и начал расстегивать свой ремень на шортах. Я замерла. В душе мне очень хотелось, но в реальности как-то страшно. Он вновь опустился на колени и опустил мои трусики теперь в самый низ. Приподнял мне одну ногу, затем вторую и снял их полностью, положил себе в свой задний карман. Тот парень, который держал меня, начал одной рукой ласкать мою грудь. Он сунул свой палец себе в рот, наслюнявил его и начал своими слюнями водить мне по соску. Было очень необычное ощущение. Необычное, непривычное, да и сама по себе ситуация тоже необычная. Он отпустил мне шею. Он больше не держал меня. Теперь он только целовал. Он целовал мне шею и крепко сжимал меня в своих сильных руках. Он шепотом спросил меня на ушко: «Хочешь?» Я почувствовала, как мои щеки покраснели. Сказать «хочу» я не могу. Это неприлично. А еще, если нас муж увидит, нам всем мало не покажется. Выдыхая всей грудью, я ответила почти шепотом: «Нет, нет». «Ты хочешь, чтобы мы тебя отпустили?» Прошептал он дальше мне во второе ухо. Я облизала свои пересохшие губы и ответила: «Давай, я хочу этого». Сама не поняла, что сказала тогда. Мы даже не услышали, как муж с прорабом вставили ключ в замок и открыли дверь. Услышали только, что они начали затаскивать что-то и шуршать пакетами. Я быстро поправила халатик и пошла встречать мужа. Работник вслед мне сказал: «Захочешь, приходи, госпожа. Мы будем ждать тебя». «Лёш, поехали?» «А у тебя все хорошо? Ты как-то странно выглядишь», — поинтересовался Лёша. «Конечно. Здесь просто очень жарко и душно. Солнце светило ведь весь день в окно», — ответила я ему. Лёша вышел на площадку в подъезд. Я повернулась к мужчинам, от которых у меня и голова прошла, и желание пришло. Сделала им поклон, как делают артисты на сцене после выступления. Раскрыв широко халатик, показала им свою промежность, подморгнула одним глазом и с улыбкой вышла из квартиры. «Лёш, у тебя же сегодня был стресс на работе. Пойдем быстрее в машину». «Как ты хотел. Будем снимать стресс твой. Разрядка ведь обязательно нужна». Я часто потом вспоминала о том случае, но так и не решилась сама.
но предложила сходить к ним, нашей домработнице, которая иногда приходила помогать мне по дому. Но это уже совсем другая история.